Хотите приготовить быстрый и вкусный ужин из картошки, от которого вся семья будет в восторге? Тогда этот рецепт для вас, друзья! Всем привет! Вы на канале Готовим дома, и сегодня готовим простой и очень вкусный картофельный ужин буквально за 30 минут. Этот рецепт не только быстрый и очень вкусный, но еще и полезный, так как готовится в духовке. Итак, для рецепта мне понадобится 4-6 картофелин. Разрезаем картошку пополам. Друзья, не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями. И мне понадобится обычная ложка. Вы можете взять вот такую специальную ложку, а можете взять обычную чайную или столовую. Вынимаем сердцевинку из картошки. Вот так вот легко это делается. И получается такая картофельная лодочка. Вот такая вот получилась картошечка. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее растительным маслом. Вместо формы вы можете взять сковородку. И выкладываем на дно картофель. Главное выложить его одним слоем, чтобы он быстренько приготовился. Так как картошка у нас без сердцевинки, она готовится очень быстро, буквально за 20 минут, максимум 25, картошка уже будет готова. И я готовлю специальный соус маринад для картошки. Смешиваю растительное масло, черный перец, паприку и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваю. И смазываю каждую картофелину внутри этой смесью растительного масла со специями. Духовку я уже разогрела, температура 180 градусов. Отправляю картошку в духовку и запекаю 20-25 минут до мягкости. А тем временем быстренько приготовим начинку. Я растапливаю сливочное масло, можно взять топленое или жарить на растительном. Выбор масла остается за вами. И мелко нарезаю одну репчатую луковицу. Лук нарезали, отправляю на горячую сковородку и обжариваю буквально 1-2 минутки на среднем огне. Главное пару раз перемешать, чтобы лук не подгорел. Также для пикантности и вкуса добавим пару зубчиков чеснока. 2, 3, 4 зубчика, сколько угодно, друзья, на ваш вкус. Чеснок это не только вкусно, пикантно, но и очень полезно, особенно зимой. Отправляю нарезанный чесночок к обжаренному луку. Убавляем огонь, делаем его совсем маленьким, чтобы чеснок с луком не подгорели, и натираем на крупной терке, а можно на мелкой, одну морковку. Морковка придаст красивый яркий оранжевый цвет нашей начинке. И, конечно же, в ней содержится много витаминов. Натертую морковку также отправляю в сковородку к луку с чесноком и немножечко 1-2 минутки обжарим также морковку с овощами. Также по вашему желанию вы можете взять 1 болгарский перец, удаляем семена и нарезаем маленькими кубиками. Перец добавлять не обязательно, понимаю, что это может быть не самый бюджетный овощ, хотя если можете себе позволить, то с болгарским перцем начинка получается особенно вкусной и ароматной. Он придает такую необыкновенную пикантность и яркий вкус всей начинки. Перемешиваю и буквально 2-3 минутки обжарю перец, тоже слишком долго жарить не нужно. Теперь нарезаю грибочки, у меня вот такие маленькие шампиньоны. Если у вас шампиньоны покрупнее, то просто нарежьте кубиками или небольшими ломтиками. Нарезанные грибы отправляю в сковородку к овощам. Перемешиваем. И все вместе обжариваем еще буквально пару минут. Слишком долго жарить не нужно. Конечно же, по вкусу приправляем солью, черным молотым перцем и можете добавить любые приправы по вашему вкусу. Здесь неплохо будет сочетаться с этими овощами тимьян, петрушка, укроп, все, что вы любите. Также 1 небольшой помидор нарезаем маленькими кубиками. Вместо свежих помидоров вы можете взять консервированные томаты в собственном соку, и они прекрасно заменят свежие помидоры. Вместо томатов или свежих помидоров вы можете взять томатный соус или пару ложек кетчупа. Добавляем помидоры и в конце добавим немного петрушки
любой свежей зелени для вкуса, цвета и аромата. Все, друзья, наша начинка вкусная, нежная и ароматная готова. Снимаем ее с огня и достаем картошку из духовки. За это время, пока мы готовили начинку, картошка уже стала мягкая и полностью приготовилась. Наполняем картошку нашей начинкой. Для этого рецепта, друзья, вы можете использовать абсолютно любую начинку. В начинку можете добавить ветчину, колбасу, а я вот еще предлагаю добавить сюда тертый сыр. С сыром получится еще более нежно и вкусно. Натираем небольшой кусочек сыра на крупной терочке. И посыпаем картошку сверху тертым сыром. Это блюдо так быстро и легко готовится, что я обязательно советую вам сохранить его в закладке, чтобы не потерять, потому что этот рецепт легко приготовить как на ужин, так и на праздничный стол. Отправляем картошку в духовку и запекаем еще 10-15 минут до расплавления сыра и вкусной, красивой, хрустящей золотистой корочки. А пока можно быстренько приготовить соус, чтобы подать его к нашей картошке. В миске я смешиваю сметану или йогурт с майонезом. По вкусу приправляю красной паприкой. Если любите острое, то можете вместо сладкой паприки добавить немного остренькой паприки. И сюда же натираю 1 зубчик чеснока. Очень простой, минутный соус, который как быстро готовится, так и улетает буквально за секунду. Все перемешали, и вот такой вот вкусный пикантный соус готов. И наша картошечка тоже готова. Посмотрите, какая она вкусная, ароматная, необыкновенно красивая, золотистая, хрустящая, аппетитная корочка. И давайте посмотрим. Вот такая вот очень нежная, сочная начинка внутри. Друзья, обязательно приготовьте, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита. Пока-пока и скоро увидимся!